Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Школа Таро Арвиен. Сегодня у нас опять будет такое необычное древнее гадание, новогоднее. Мы продолжаем новогоднее гадание, это очень интересно. И сегодня мы погадаем с вами на колоде Ленорман. Вот такая интересная колода, видите, здесь луна у нас на рубашке. И вот такие карты. Тоже такие красивые карты, прям нравятся мне они. Тема такая. Мы с вами посмотрим такой небольшой обзор: прошлое, настоящее, будущее. Вот. И самое главное, что где сейчас, допустим, стоит в этом прошлом, настоящем, будущем ваш любимый человек и где стоите вы. То есть мы с вами посмотрим и сами события какие-то, да, и в то же время, где этот любимый человек, то есть близко или далеко. Это может быть тот человек, который существует в вашей жизни, а может быть человек, который еще даже не появился в вашей жизни. Понимаете, о чем я? То есть ваша какая-то любовь, которая только будет, допустим, или ваши ближайшие отношения, или текущие отношения. Но в то же время и остальные события мы тоже здесь будем смотреть. Итак, давайте, значит, вот мы что сделаем? У меня используется в этом раскладе вся колода Ленорман. Вся колода. Единственное, я из этой колоды, там два образца мужчины и женщины, я вот этих мужчину и женщину убрала, оставила тех, которые были еще двое. Вот. И смотрите, у нас камушки. Значит, первая позиция у нас будет вот такой белый агат. Вторая позиция будет анкалит. И третья позиция хризокола. Вот так мы с вами сделаем, да? И вам нужно выбрать камушек, только камушек. Потому что используется именно вся колода Ленорман. Вся. Я ее сейчас пока буду перемешивать, а вы подпишитесь на канал. Поставьте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. И выбирайте позицию. А после просмотра пишите комментарий. Можно выбрать все три позиции, но тогда здесь можно загадывать разных людей, допустим. Но лучше выбрать одну. Просто по номеру или понравившемуся камушку. И все. Чтобы просто можно было хотя бы понимать, где ваша самая ближайшая там любовь, отношения и так далее. Так, рассыпала карты, интересно. Значит, кто там о вас думает. Вот кто сейчас смотрит видео с самого начала, да, не перешел там просто на свою позицию, а именно просматривает видео вот о том сейчас человеке, кто-то очень-очень активно, сильно думает. И именно поэтому колода сыпется. Вот есть такая примета, понимаете ли? Есть именно примета такая. Так, я сейчас подберу карты. Их надо подобрать. И еще хочу сказать здесь, что, значит, значения этих карт будут не стандартные, а значения будут именно согласно этому старинному древнему гаданию на 36 картах. Итак, давайте, значит, мы уберем последние два камня и оставим наш белый агат, один из моих любимых камней. И давайте, значит, с вами будем раскладывать нашу колоду. Это гадание производится на всей колоде Ленорман. И, естественно, поэтому я не могла разложить три позиции. Да? Итак, давайте, значит, у нас идет раскладка в 3 столбика. Прошлое, настоящее, будущее. В каждом столбике 12 карт. 12 карт. Так. Храп вы слышите моего мопса Демида. Вы по нему уже пишите, давно соскучились, но я его скоро уже буду показывать. Просто он, знаете, он иногда бывает такой чуть-чуть,
Ну, такой стресс у него. Я его стараюсь не дергать в этот момент. Так, смотрите, вот у нас 3 столбика, да, значит, прошлое, настоящее, будущее. Мы начнем с вами с прошлого. Что у вас стоит в прошлом, значит, да? Так. Так. Раскладываю наши. И вот у вас, видите, мужчина стоит в прошлом. Вот если вы мужчина гадаете, да, если вы мужчина гадаете, значит, вы живете прошлым. И это значит, что прошлое для вас в данный момент жизни важнее, чем настоящее и будущее. Вы очень часто заглядываете в прошлое, у вас много из прошлого каких-то психологических, может быть, даже травм, переживаний, сбоев. И также точно может быть много каких-то позитивных воспоминаний. И, соответственно, для вас важно, что было в прошлом, вот очень важно. И это сейчас влияет на вашу жизнь, на ваше настоящее. Но давайте, если вы вот женщина, да, мы тут понимаем, мы тут предполагаем с вами, что эта женщина в прошлом встретилась с мужчиной, который для нее являлся настоящей судьбой. Да? Этот мужчина является для вас настоящей судьбой. И, соответственно, ваши любовные отношения по первой позиции, они все равно тянутся из прошлого. Более того, ваша ближайшая любовь – это прошлая любовь или любовь с человеком, с которым, ну, у вас, так скажем, очень много общего, и который напоминает вам кого-то из прошлого. То есть даже если это новый человек, вы его как будто бы знали всегда. То есть у вас будут отношения с человеком, который, может быть, встречался в прошлых жизнях, да, или напоминает вам, там, не знаю, бывшего мужа, отца, может быть, еще кого-то, ну, или дедушку, например, ну, то есть кого-то, с кем у вас хорошие, может быть, какие-то ассоциации, например, брата там или еще кого-то, одноклассника, может, какого-то. Хорошо, давайте будем анализировать наши карты по порядку. То есть вот это у нас более, значит, отдаленное прошлое, да, более отдаленное. И вот мы по порядку с вами пойдем. Тут у нас, значит, идет метла, валет, треф. Дальше, значит, всадник, девятка, червей. Ну, я так по 3 буду анализировать, да. И червовая дама, это у нас аист, видите? То есть вот у нас такие карты. Что они показывают? Начинается все, получается, с проблем каких-то, хлопот, забот, которые у вас были в прошлом. И эти хлопоты, заботы и проблемы, они были у вас из-за любви к какому-то человеку. То есть у вас в прошлом, возможно, не одни, конечно же, отношения, и какие-то прошлые отношения, вот не с этим человеком, да, не с этим человеком, который у вас там выпал, а совсем с другим каким-то человеком, да, вот какие-то прошлые отношения вот с этим всадником, они добавляли вам очень много проблем в жизни, ну, очень много проблем. Если вы мужчина, то вы из-за любви, может быть, даже куда-то как будто бы или уехали, или просто распрощались с какими-то благами жизни. И также вот эта женщина, то есть там червей это женщина, да, она показывает, что, по сути, если вы мужчина, у вас была очень сильная любовь к этой женщине, женщина какая-то действительно кармическая партнерша, и это добавляло вам очень в жизни много проблем, да. Из-за нее пришлось, может быть, даже куда-то вот как, ну, переехать, уехать или сменить там деятельность или еще что-то. Дальше у нас падает уже король червей, который, значит, показывает, что мужчина, да, что если вы мужчина, вы все равно ощутили себя дальше как мужчина, то есть вы смогли как-то преодолеть, да, вот эти проблемы любовные и все-таки смогли взять себя в жизни в руки. Причем рядом ребенок, и, может быть, вы человек, у которого есть ребенок. Да, если вы женщина, то рядом с вами потом появился более такой
обстоятельный человек. То есть вот я говорю не одни отношения, да, а как много отношений или просто несколько эпизодов отношений. И, соответственно, ребенок. Вот уже от этого мужчины мог появиться ребенок из прошлого мужчины, да. Вот. Или ваш мужчина, допустим, если он один все это время был, он разные роли играл. То есть сначала добавлял проблем, а потом проявил более такую ответственность. Но, понимаете, все равно так получается, да, что вот эти карты, они показывают, много было в жизни каких-то неверных поступков, связанных, скорее всего, с деньгами. То есть, как бы вы ни старались, там, допустим, зарабатывать или там пробиться в жизни, все равно были какие-то постоянно препятствия и трудности. Но я здесь вижу для женщины влияние на ее жизнь мужчин, то есть постоянное влияние мужчин. Мужской пол мог влиять на вашу жизнь как позитивно, так и негативно. Но у вас даже приобрелся ряд все-таки каких-то переживаний, связанных с мужчинами. То есть, вы знаете, как будто бы какой-то образ и идеальный зафиксировался в голове, и с другой стороны плохой образ плохиша. Соответственно, дальше мы тут видим ключ. 8 бубен. И это показывает, что в жизни у вас было очень много общения, и это общение было по судьбе, да, в прошлом. То есть вы встречали очень часто людей, которые, в принципе, влияли на вашу судьбу, а вы на их судьбу. И смотрите, тут у нас идет, значит, либо куда-то поездка по судьбе, либо переезд по судьбе в жизни, в прошлом. То есть в любом случае уже несколько раз это указала. И вот смотрите, дальше у нас идет звезда. То есть новое место давало вам, по сути, новые какие-то надежды, да. Вот новая дорога открывалась в жизни в прошлом, так получается. И вот мужчина, то есть как только вы обрели новую дорогу в жизни, если вы женщина, вы встретили вот того судьбоносного мужчину, почему-то именно так. И смотрите, значит, около него у нас тут прям идет туз-треф. Да, туз-треф кольцо. То есть мужчина этот с кольцом из прошлого. Вот как будто бы, либо вы его, знаете, есть чувство такое, да, как будто я тебя всю жизнь знала. То есть этот человек уже стоит в прошлом. Не потому, что вы его там раз и навсегда покинули, не обязательно. Это именно потому, что я тебя как будто знала бы всю жизнь, да, и он идет с кольцом. То есть это уже говорит о многом. Сам по себе человек, возможно, деловой, и ему в жизни нужно было определяться, да, с кем ему быть, где ему быть. Может быть, у него еще как бы женщина была всегда, которая была в нем заинтересована. Вот поэтому он здесь и падает и с кольцом, но и с дамой бубен, да, и с развилкой. Ну, то есть он долгое время мог быть в выборе в каком-то в итоге, да. Хорошо, давайте посмотрим настоящий теперь. Вот он у нас тут мужчина-то есть, да, настоящий. Значит, раскладываем. Я вот так вот сделаю, что как бы немножко хотя бы, да, приоткрыть завесу тайны. Хоть 6 карт пока разложу. Вот, смотрите. В настоящем у вас идет дерево, якорь и книга. То есть вот эти карты, они показывают, по сути, более стабильную такую жизнь, да, более такую стабильную, но при этом вот как будто все равно есть некоторая суета, много разговоров с людьми, много, значит, каких-то знакомств или вот просто общения с людьми, да. И вот сейчас такой период в жизни, такой более активный, вы полны надежд, вы полны планов на жизнь, ожидания от жизни. Скорее всего, вы работаете, у вас есть, скорее всего, какая-то работа на данный момент в жизни, да. И получается, что может быть в скором времени дорога куда-то по темноте или просто в позднее время. Дорога может быть дальняя и с друзьями, да, или с друзьями, или с верными вам людьми.
Также здесь карты показывают, что если вы вдруг куда-то отправитесь, или это, ну, бывает такое, знаете, что не дорога, а переходный в жизни период, то есть перемены какие-то, но это все либо дорога, либо перемены очень благополучно для вас, и именно рядом вы понимаете, вот как будто проверка идет, что те люди, которые оказываются с вами, или человек, это проверенный человек или люди, понимаете, собака. И вообще, вот смотрите, здесь карты такие неплохие. Они как бы показывают, что вы в данный момент в жизни надеетесь на лучшее, у вас идет действительно перемена в лучшую сторону, да, и вот эти, как, знаете, вот бывает, надеешься на лучшее, оно оправдывается, вот что-то такое. И, соответственно, у вас как будто бы много разных там каких-то перемещений сейчас в жизни, да. То есть вы на пороге того, чтобы или ехать куда-то, или просто вот в жизни как бы что-то менять. Дальше, значит, у нас тут трефовая дама змея, семерка пик письмо и, значит, луна восьмерка червей. Получается, смотрите, сейчас у вас идет, ну вот как будто бы общение с какой-то женщиной, переписка с ней, тоже сейчас такой период в жизни, да, но вам нужно понять, что вот вы как будто эту женщину постоянно утешаете своими разговорами. То есть у вас не только идет, знаете, что-то благоприятное, да, в жизни, а еще и женщина с проблемами. И она ждет от вас, что вы будете постоянно ее разговорами утешать. И тут же у нас дама пик, значит, тут же у вас букет, да, тут же у вас медведь, десятка треф и девятка бубен гроб. Тоже в настоящем, да. То есть эти карты, они показывают здесь, что по сути есть какая-то женщина-враг у вас на данный момент, но она прячется за сильным человеком. Возможно, она богатая, возможно, у нее есть деньги, большие деньги, но она является для вас настоящим врагом. И она в данный момент в вашей жизни присутствует в вашей жизни и строит планы на то, чтобы сделать вам что-то не очень хорошее. То есть это ваше настоящее. И вас в настоящем не выпало, да? Теперь смотрим ваше будущее. Если вы женщина, вас не выпало. Если мужчина, вы выпали в прошлом, женщина у вас будет в будущем. Смотрите, значит, дальше у нас тут будущее. Что вас в будущем ждет? Коса, валет бубен, да? Дальше, значит, король червей, дом. И получается лиса у нас, девятка треф, да? Ну, карты здесь показывают, по сути, что вот в ближайшем, самом ближайшем будущем у вас идет ну, какая-то небольшая проблема дома. Да, ну вот потому что видно же здесь проблема дома, плюс, возможно, это касается как будто бы, ну вот какого-то как мужчины, что ли, да, мужчины. И получается, что рядом лиса, то есть этому мужчине кто-то что-то немножечко как бы шепчет о своей любви. Тут же, значит, вы понимаете, что у вас проблемы дома могут быть из-за мужчины, которому кто-то что-то шепчет. Да? Хорошо. Значит, дальше мы видим здесь в будущем солнце, туз бубен, корабль, десятка, значит, пик, и семерка бубен, птицы. Карты показывают, что несмотря на то, что у вас будут проблемы там дома и с мужчиной, которому кто-то что-то там нашептывает, это все равно не поможет вашим злопыхателям сделать для вас что-то кардинально плохое. И у вас идет, наоборот, очень хорошее письмо, хорошая новость, может быть, да, сообщение в очень скором времени. И опять же мы видим перемещение какое-то. Как будто бы вы на корабле куда-то отправляетесь. Ну, не обязательно на корабле, да, но у вас идет в будущем тоже какое-то перемещение. То есть вы сейчас как бы двигаетесь, да, постоянно в жизни, и будете двигаться все дальше и уплывать из своих как будто бы проблем, понимаете? И вот я здесь вижу птиц, будет действительно очень много, опять же, общения, разговоров, каких-то бесед, встреч в скором времени, может быть, даже деловых. Дальше мы видим, значит, сад, восьмерка пик, семерка треф мыши и король треф тучи. Вот дальше карты показывают, что
вас пригласят в гости. Или к вам придут в гости, и это будет мужчина. Вот. И мыши-то, они говорят о том, что, ну, вот как будто бы это разговоры, ну, деловые какие-то с этими гостями, как бы как о бизнесе, может, о работе какой-то, или о том, что у них какие-то дела, да, и как мужчина с мужчиной деловой, как разговор в гостях. Дальше, значит, вы, если вы женщина, или женщина для мужчины, в будущем стоит. То есть, если мужчина живет в прошлом, да, то женщина у него как раз-таки наоборот в будущем падает. И вот у него-то женщина с сердцем идет, любовь, большая любовь. А женщина, вы живете в будущем, если вы женщина. Мужчина, хоть у вас и вы узнаете его из прошлого, но вы хотите в жизни, чтобы у вас только будущее было. То есть вы мечтами о будущем живете и правильно делаете, кстати, потому что, ну да, лучше жить, конечно, в настоящем, но когда ты манифестируешь, когда ты хорошие мысли о будущем имеешь, не страшишься будущего, будет лучше, гораздо лучше. И получается, вот этот наш валет, это как бы сердце, да, и валет, любовные хлопоты. И в скором времени, вот эти гора у вас, да, 8 треф, она показывает, что у вас будет, может быть, очень важный сердечный разговор. И этот разговор преодолеет ваши любовные проблемы, да, и вы разберетесь, то есть с кем вам быть. Может быть, вот этот мужчина, который приходит в гости, тоже хоть и прикрывается деловым разговором, но имеет на вас виды, если вы женщина, и вот вам нужно будет разобраться, с кем вам быть. У вас будет очень важный любовный разговор, и этот разговор приведет к тому, чтобы проявилась уже самая большая ясность в этих личных отношениях вот с вашим любимым человеком, с вашей историей, которая действительно для вас, которая, скорее всего, тянется из прошлого, да. Ну, вот такой ответ дали карты интересные по первой позиции, значит, по первой позиции. Хорошо, мы с вами собираем наши карты Ленорман и идем дальше. Уже к позиции номер 2. Так, они у меня могут перевернуться, но это не значит, что нам надо читать перевернутые карты Ленорман. Я просто ворохом собирала. Я не читаю перевернутые карты. Если вдруг что-то перевернулось, не думайте, значит, не думайте. Анкалит, вторая позиция. Анкалит. Итак, давайте перемешаем наши карты и посмотрим прошлое, настоящее и будущее, да? Прошлое, настоящее и будущее. Надо тщательно перемешать, чтобы не повторялись истории из первой позиции, сами понимаете, да? Итак, давайте раскладывать. Значит, 3 ряда. Прошлое, настоящее, будущее. Раскладывается по 12 карт здесь. По 12 карт в 3 стопки. Все, разложила. Итак, давайте смотреть ваше прошлое сначала. Я по 3 вот так буду раскладывать. Значит, тут у нас рыба, король, бубен, якорь, девятка, пик. И король, треф, это тучи. Как будто бы, если вы женщина, у вас было в прошлом 2 мужчин, очень важных для вас и влияющих на вашу судьбу. Эти 2 мужчины как бы как бок о бок шли, допустим, с вами по жизни. И если вы мужчина, вот если вы мужчина, то получается, что
В вашей жизни тоже важны были мужские фигуры и добавляли вам мужественности. Именно мужчины, которые, ну, вот как-то влияли на вас своим мнением, может быть, своей жизнью, своим примером. Много мужской энергии в прошлом идет, и причем именно денежной мужской энергии. Что для мужчины, что для женщины. Однако, если вы женщина, которая страдает или болеет какой-то болезнью, то это случилось именно из-за мужчины. Было двое мужчин в вашей жизни, и один из них дал вам стимул к тому, чтобы разрушить свою энергетику. То есть именно как будто бы внедрил какую-то негативную программу, или она через него прошла, что вы могли заболеть из-за мужчины. Если же у вас со здоровьем все в порядке, то очень психологическая сильная травма от мужчины. Причем такое чувство, да, для женщины, что двое мужчин влияли на вашу судьбу, но один из них негативно, а второй более-менее позитивно. То есть вот так. И один как бы ясный такой, светлый, а другой добавлял проблем все больше и больше. Из-за него либо, вот я говорю, душа почернела, либо тело, да, тело начало что-то сбоить. Дальше, значит, я здесь... Если перевернуто, не смотрите. Если вы женщина, видите, женщину выкладываю. Она живет прошлым, если вы женщина. Вы живете прошлым. И видите, рядом, значит, башня, шестерка, пик, и валет, пик, это у нас ребенок. Башня и ребенок. То есть ребенок в доме или ребенок там, да, в башне, ну как, в каком-то здании. Ну, чаще всего в доме. Крепость, моя крепость, да. У вас было в прошлом то, что вы, скорее всего, родили ребенка, если вы женщина. А если вы мужчина, то у вас ваша дама, как бы ее образ в прошлом вашей любимой женщины зафиксировался. То есть либо у вас сейчас будет роман продолжаться с той женщиной, которая у вас была в прошлом, либо та женщина, с которой у вас будет скоро любовь, она вам очень сильно напоминает кого-то из прошлого, либо это женщина, с которой вы уже много жизней даже общаетесь, ну, то есть кармическая женщина. Если же вы женщина, то у вас вы живете прошлым, у вас в прошлом родился ребенок, да? А если мужчина, у вас тоже мог родиться в прошлом ребенок, и он связан вот именно с женщиной, скорее всего, с которой у вас будут отношения. Либо у вас будут отношения с женщиной, у которой есть ребенок, тоже вариант. Постоянное место работы у вас всегда было, но вы чувствовали себя ограниченным человеком на этой работе. Дальше, значит, звезда, это шестерка червей, всадник, девятка червей, и, значит, птицы, семерка бубен. Вообще, карты показывают, что у вас была дорога и любовь. В прошлом, скорее всего, вы куда-то переезжали или приходилось, возможно, много ездить, и как-то связано с любовными, что ли, делами или с семейными делами, да. Но и разговоров об этом очень много было, то есть вспоминаете, может, постоянно об этом. Ключ, восьмерка бубен, тоже в прошлом, гроб, значит, девятка бубен, и медведь, десятка треф. Карты показывают, что в прошлом у вас так получилось, что вы уже были на плаву, уже начали как бы так подниматься в жизни, но все оборвалось. Был какой-то сильный кризис из-за чего-то. Может быть, из-за чьей-то власти, да, которая на вас повлияла, или из-за чего-то давления. Деньги и прибыль у вас вот водились, да, но что-то случилось как будто бы. Более того, ну, карты здесь показывают, что для женщины вас мог любить в прошлом неженатый мужчина, который... Вы, допустим, даже могли быть уже замужем, но этот мужчина был не женат и влюбился в вас, будучи, может быть, даже, что вы в паре. То есть вас любил мужчина. А если вы мужчина, вы могли сталкиваться в прошлом с какими-то интригами за спиной. И на самом деле может быть такое, что у вас был даже мужчина-враг. Вот. Дальше, значит, мы идем в настоящее.
Лиса у вас в настоящем, 9 треф. Дальше, значит, метла, валет треф, да, метла. И лилия, да, лилия, король пик. Смотрите, здесь идет в настоящем у вас, как будто бы вам приходится скрывать свои чувства к кому-то. И если вы женщина особенно, у вас есть какой-то либо тайный кавалер, либо человек, который очень испытывает к вам сильную сердечную привязанность, любовь, но вам об этом он не хотел бы сообщать, говорить. Это роковой человек, роковой мужчина. И, может быть, он благородный человек, или ваш новый знакомый, или как начальник, или просто официальное лицо. Но добавляет вам в жизни проблем тот факт, что этот человек, или добавит вам проблем в скором, ну, уже на пороге, да, потому что это настоящее. Именно своими чувствами человек, который вообще вот не является с вами парой. Вот. И как-то может быть связан с вами вообще по работе, да. Но если вы мужчина, вы как бы можете испытывать к кому-то привязанности запрещенные какой-нибудь женщине, да, еще вот судя по этому. Либо какая-то женщина тайно испытывает к вам чувства и считает это запрещенными чувствами, которые нельзя никому говорить. Вот что-то такое. Дальше, значит, в настоящем идет крест, 6 треф, дерево, 7 червей, и дама треф — это змея. У вас, скорее всего, есть кто-то, как, ну, не совсем хороший из окружения женского рода, неважно, мужчина вы или женщина, у вас есть недоброжелательница, вот, и по судьбе вам было встретиться. Может быть такое, что этот человек, эта женщина находится сейчас не на расстоянии от вас, не совсем рядом с вами. Вот. Но в то же время вы разговариваете с этой женщиной. Периодически переписываетесь, может, или перезваниваетесь, или встречаетесь, а потом она снова на расстоянии. Знайте, что она не очень-то хороший человек. Дальше, значит, еще одна женщина падает, из-за которой в жизни будет выбор. Выбор между двумя. Для мужчины сейчас идет на пороге, прям или уже сейчас, да, настоящий выбор между двумя женщинами. Развилка тут же, да, и 2 дамы, и 6 бубен, клевер. То есть говорит о том, что этот выбор простой, его нужно уже сделать и все, да. Если вы женщина, вы можете даже попадать в ситуацию, где между вами и кем-то будут прямо сейчас уже выбирать, да, или уже выбирают. И также это может означать, что вы сами просто не знаете, как вам поступить, с какой женщиной, может быть, из подруг лучше общаться, или с кем лучше из женщин там, окружающих сотрудничать. Вот видите, идет мужчина. Для женщины это судьбоносный мужчина, и он прямо сейчас в вашей жизни появляется или уже появился, рядом с ним мыши, крысы, да, много сплетен вокруг него идет и нехороших, гнусных разговоров. Но у него есть верный друг, собака, и эта собака его безумно любит. То есть безумно любит именно по-человечески, как человек человека. Вот. Но вокруг него постоянные интриги, сплетни и враги. Вот вокруг этого человека он у вас прямо в настоящем. То есть если вы женщина, ваша любовь появляется сейчас. И если вы женщина, ваш мужчина живет в настоящем вашей жизни. Либо он уже на пороге, да. Если вы мужчина, вы живете настоящим, вы живете сегодняшним днем. А ваша дама как из прошлого тянется. Понимаете, ваша любовь. Но если вы мужчина, вокруг вас идут какие-то очень большие интриги и сплетни. Знайте об этом. И есть верный друг, который пытается это отгонять, но это не так-то просто отгонять. Хорошо, будущее, дом, значит, король червей. Дальше мы видим косу, валет бубен. И 8 червей у нас луна. Смотрите, карты здесь показывают в будущем, что идет переезд, скорее всего, переезд, и, возможно, даже внезапный, или смена
обстановки, смена места жительства, даже пусть в одном городе. Может быть такое, что купили, продали там недвижимость, да, или переезд из офиса в офис. Но как бы перемещение из одного здания в другое совершенно точно здесь. Хлопот будет, много забот, разговоров, встреч, обсуждений каких-то, даже и деловых тоже, и любовных тем, да, то есть вот прям много разных событий вам грядет в скором времени. Дальше, значит, мы видим кольцо, извиняюсь, туз треф, гора, 8 треф и сердце, валет червей. Карты показывают в будущем, у вас в будущем именно, да, что идет какое-то очень важное дело. Это дело встретит препятствия, и решить можно будет эти препятствия только сердцем. То есть вот прям интуитивно понять, что же хочет кто-то, да, кто-то, кто может вот это дело развернуть. Дальше, значит, мы видим, что будет очень много обсуждения этого дела. Мы видим союз благодаря этому делу. И в том числе это объединяет вас и с любимым человеком, то есть общее какое-то дело, работа даже, может быть, объединит вас с любимым человеком или какие-то просто общие дела. Дальше мы видим солнце, туз бубен, сад, 8 пик. И письмо, значит, 7 пик. Здесь идет как будто бы новость очень хорошая, денежная новость в очень скором времени. Она вас безумно обрадует, да. И получается, как будто бы вы попадаете не в совсем знакомое общество, может быть, деловое общество, или много будет где-то места, где много незнакомых людей. И они все вам будут сообщать что-то или даже раздавать какие-то бумаги, буклеты. Знаете, вот как семинар может быть какой-то. Ну и связано с деньгами, много будете обсуждать денежных вопросов. А дальше, видите, корабль, 10 пик, книга, 10 бубен и букет, дама пик. Карты здесь говорят, что вас ждет короткая поездка какая-то по денежным делам. Вы раскроете, может быть, чью-то тайну, но человек, женщина, тайну которой вы раскрыли, будет очень сердиться по этому поводу. И вам нужно иметь это в виду, что если вы чью-то тайну какой-то женщины нелицеприятную раскроете, вам лучше молчать. Вот именно брать и молчать. Потому что вы ожидаете одно, а она это будет видеть совсем иначе. И она может вам перекрыть ваши надежды. Поэтому, если вы не хотите наживать в ее лице врага, не открывайте никому ее секретов, а лучше не узнавайте о ней ничего, то, что она бы не хотела, чтобы вы знали. Ну, вот такой ответ по второй позиции. Тоже так интересно получилось, да? Пишите ваше мнение. А мы идем дальше. Значит, хризокола, как вы помните, да, камень хризокола, 3-я позиция. Сейчас соберу карты. Постараюсь, чтобы перевернутых не было. Но если будут, я не читаю перевернутые. Ленорман, тем более, сейчас просто соберу. Постараюсь, чтобы прямые были. Прямые, чтобы были. Это будет хорошо, что если прямые. Мы тут с вами все разбросали. Прям как Наташины коты раскидали, да, все. Демид храпит под столом. Все пока идет хорошо. Значит, 3-я будет позиция у нас сейчас. Прошлое, настоящее, будущее. Где там ваш любимый человек? Какое место, где он занимает, да? То ли в прошлом он, то ли в настоящем, то ли в будущем. Ваша следующая или текущая любовь, да. Сейчас узнаем. Вообще очень красивая колода, вот эта Ленорман, да, прям очень красивая, заметили? Мне она очень нравится. Я вот такие колоды, конечно, люблю, художественные, да, вот когда вот человек сидел и прям рисовал. Вспомнила, смотрела фильм «Всегда говори всегда», и там женщина проявила талант, да, после всех своих горестей. Вспомнила, что у нее есть талант к рисованию, и именно с помощью этого таланта
иллюстраций, да, рекламы. В итоге рекламу создавала. Она стала одной из самых богатых именно с помощью своего дара рисования. И раскладываем, значит, прошлое, настоящее, будущее, всю колоду, в каждой колонке по 12 карт для вас. 12 карт. Демидка прям так, знаете, храпит. Хочется лечь рядышком с ним и храпеть по-мопсячи. Он такой весь мирный, толстый. Я сегодня трогала его мех и говорю, вот какой у тебя красивая шубка рыженькая. Ну, не рыженькая, беженькая, да. Итак, прошлое, настоящее, будущее. Начинаем с прошлого рассказывать. Давайте смотреть. Значит, тут у нас клевер, 6 бубен. Значит, валет, пик, ребенок. И луна, 8 червей. Прошлое у вас сразу же показывает ребенка, да. То есть если у вас есть ребенок, то это большая удача в жизни. Однако так получилось, что у вас ребенок, если есть, то от большой-большой любви, но добавил вам, конечно, каких-то хлопот, все равно, да, хоть и божественный, удачный ребенок, но добавил хлопот в жизни, могли какие-то быть проблемы. От большой любви ребенок. И вот как будто бы неверных поступков очень много у вас в жизни было в прошлом. Если ребенка нет, то есть своего детского отношения вы могли в прошлом, наделать делов, да, из-за того, что были слишком наивны и любили кого-то. А еще у вас дорога. Вот как будто бы вашу жизнь поменяла какая-то дорога, но в очень далеком будущем. Ой, в прошлом, извиняюсь, в очень далеком прошлом. Дальше, значит, рыбы, король бубен, корабль, 10 пик и король пик, лилии. 2 мужчин для женщины влияли на ее жизнь. Один остался совсем далеко в прошлом, второй в более таком близком прошлом. Получается, что оба хорошие, но не получились одни отношения совсем там, да, обманул надежды, хотя хороший человек, и с другим уже было более лучше, он более благородный. Для мужчины вас окружали хорошие люди, типа друзья, может быть, какие-то. Но один обманул ваши надежды, а второй хороший оказался человек, да. Дальше, значит, в прошлом стоит лиса, 9 треф, дерево, 7 червей и змея, дама треф. Как будто из-под тишка, разговаривая с вами о хороших вещах и о делах, и обо всем. Какая-то женщина вам вредила. Вот как будто вредила очень-очень сильно, прям змея подколодная, я здесь называю, у дерева пригрелась и подъедала его корни, да. Как будто бы вот вашу жизненную энергию пила долгое время какая-нибудь подруга, если для женщины. Ну а для мужчины коварная дама. Вот смотрите, ваш мужчина, если вы женщина, он в прошлом. С прошлого тянется этот мужчина. То ли вы с ним до сих пор просто, но он проблемный, очень много проблем доставлял. И гроб рядом тут падает, 9 бубен. Он говорит о том, что как будто раньше этот человек как любил вас, как неженатый человек. Вот что вы могли быть, допустим, как несвободная женщина, или как, он думал, что вы, может, не свободная, но он сам был свободный, как любил вас. Вот так, что-то такое. А если вы, и он как тянется с прошлого. Либо, может быть, если у вас такого не было, да, то ваш мужчина будет напоминать вам кого-то из прошлого. Вот ваша любовь, да, которая у вас начнется, следующая любовь, она будет напоминать кого-то из прошлого. Или даже вы встречались в прошлых жизнях раньше до этого с таким человеком. То есть мужчина здесь именно такой, да. Карты еще показывают, что
Если вам в прошлом доставлял проблемы какой-то мужчина, то эти проблемы уже давно закончились. А если вы мужчина, вы живете прошлым, очень часто вспоминаете прошлое, зависаете в прошлом мыслями, да, цепляетесь за прошлое, что-то не можете из прошлого отпустить, хотя оно давно умерло, давно. И это прошлое уже давно прошло, назад его точно не вернешь, а вы все думаете об этом. Вам нужно отпустить и жить там настоящим или будущим, но никак не прошлым. Хорошо, следующая карта женщина. Сразу же в настоящем первая карта – это женщина. Если вы женщина, вы живете настоящим. Сегодняшним днем это очень похвально, я вам скажу, очень похвально. И это значит, что вы отпустили. Вот если вы женщина, вы прошлое отпустили. Мужчина оттуда может идти, да, или там из прошлых жизней, но вы прошлое отпустили. И даже если у него там были какие-то там грехи, вы их тоже отпускаете, да. Вы живете сегодня, вам нравится жить сегодня. Рядом с вами шестерка червей, звезда и солнце, туз бубен. Это значит, что сейчас, в настоящем, у вас открыта новая солнечная дорога, теплая дорога в жизнь. И вы, как женщина, если вы женщина, да, то вы сейчас осуществляете в жизни свои мечты. У вас, получается, что-то хорошее происходит в жизни и будет происходить. Может быть, даже будет какая-то поездка в теплое место. В скором времени уже на пороге. Или вы уже где-то в теплом месте. Если вы мужчина, вы живете прошлым, а ваша дама у вас в настоящем, и вы уже, можно сказать, либо любите кого-то, она есть, и она вас любит взаимно, судя по всему, либо она уже у вас на пороге, то есть вы ее уже вот прям почти встретили, да, почти встретили. Дальше, значит, мы здесь видим ключ, восьмерка бубен, книга, десятка бубен и птицы, семерка бубен. Одни бубны в настоящем, это значит, что у вас поправляется финансовое положение, то есть у вас открылись денежные каналы. И именно сейчас у вас есть все возможности для хорошего заработка. Все шансы для этого, чтобы открыть тайну того, как, откуда, где зарабатывать хорошие деньги вот на сегодняшний день. Конечно, столько бубнов просто так не падает, да. Вы притягиваете к себе потоки изобилия. Может быть, вы манифестируете или еще что-то. Но также здесь идет такой знак, что вы и сами строите планы на будущее, ожидаете чего-то хорошего, надеетесь, да. И, может быть, даже с кем-то обсуждаете, разговариваете о том, что хотели бы в будущем видеть в своей жизни. Дальше, значит, в настоящем стоит коса с собакой, валет бубен и десятка червей, и тучи, король треф. У вас есть человек, с которым, возможно, вы не поговорили не так или сейчас не хотите общаться, но это настоящий ваш преданный друг. Возможно, проблемы поглотили вашу дружбу, но на самом деле, ну или подруга, или друг, ну лучше друг, да, на самом деле этот человек гораздо лучше, чем вы о нем думаете, и вам бы стоит возродить общение. И еще у вас в настоящем падает дама пик, король червей и девятка червей, это букет, дом и всадник. В скором времени ожидайте гостей. Будет предложение от мужчины, для женщины каких-то связей, отношений, не знаю, согласитесь вы или нет, признание в любви, тот ли это мужчина, не факт. Но около того мужчины, который будет вам что-то предлагать, наведается в гости, есть женщина, которая может стать вашим врагом, самым настоящим. Если вы мужчина, к вам просто приедет в гости мужчина, хороший друг, соратник, к которому вы испытываете теплые дружеские чувства. Это уже на пороге или происходит, да. Но при этом у вас есть недоброжелательница, которая смотрит периодически, будто бы издалека, на ваш дом и хочет что-то, может быть, подложить. То есть она существует сейчас, здесь, в этой жизни, да, в этом настоящем. Хорошо, давайте теперь посмотрим будущее. Будущее, значит, стоит башня, шестерка пик, крест, шестерка треф
и дама червей, аист. Вам в будущем дальняя дорога по темноте. Совершенно точно ехать далеко, далекая поездка. Может быть, она связана с работой, потому что башня падает. Это работа. Но поездка по судьбе, и может быть рядом будет какая-то женщина. Неважно, мужчина вы или женщина. Поездка точно должна быть. Значит, дальше 7 пик, письмо, метла, валет треф и червовый валет. Сердце говорят о том, что вы получите новости, будет много любовных хлопот. Новость вызовет именно или сообщение, или разговор, какие-то любовные хлопоты в скором времени в вашей жизни. Суета будет именно связанная с отношениями. Дальше мыши, 7 треф, 9 пик, якорь. И развилка, дама бубен. Будете говорить о какой-то женщине, которая приболела, но это не серьезная болезнь, и она скоро поправится. Но, однако, она или ваша знакомая, или родственница. И дальше, значит, мы видим здесь кольцо, туз треф, медведь, 10 треф и 8 пик, сад. Карты говорят о том, что если вы женщина, вы обязательно в будущем будете в браке с вашим любимым мужчиной. Это совершенно точно, это не за горами. Если у вас брак уже есть, карты говорят, что идет очень большой успех в этом браке и финансовое благосостояние. А также, если вы устраивать будете свадьбу, она будет очень масштабная. А если будет успех и благосостояние в браке, то, скорее всего, вечеринка какая-то в доме будет вашим, с мужем или с женой, если вы мужчина, да, у вас будет свадьба, ну, с женщиной тогда, но у вас будет дома, если вы уже в браке, какая-то вечеринка, которая соберет очень много народу и даже которого вы мало знаете народу, понимаете? То есть вы собираете людей, но эти люди мало с вами общаются, мало с вами знакомы даже, может быть, или давно-давно не общались с вами, выглядят для вас как чужие люди. Но это будет что-то очень масштабное, масштабный праздник, который устраиваете именно вы. Вот. Но это тоже свидетельствует именно о поднятии благосостояния, согласитесь. Ну вот такой ответ у нас по 3-й позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, помогайте донатами, помогайте долгим просмотром. Обязательно подпишитесь те, кто еще не подписался, это очень важно. И, соответственно, комментариев должно быть как можно больше, чтобы видео увидели как можно больше людей. Делайте репосты, закладки и так далее. Я очень рада, что вы поддерживаете канал. Я очень рада, что вы любите наш, вот этот канал, да, и еще 2 моих, это Life и Гадание, заговоры, ритуалы Карина. Туда тоже подпишитесь. И благодарю всех, кто с нами. Всем пока и до новых встреч.